Здорово, зритель! Сегодня у меня в гостях Вадик и его замечательный, правильный Suzuki Escudo. Маленько доработан, маленько переделан, маленько засран. Сейчас покажу, как мы постарались. У нас как вообще приходят к такому роду автомобилям? Не говорю о таких вот полураздроченных корчах, не, ну в принципе он не сказать, что полураздроченный, более-менее еще такой. Они есть куда похуже экземпляры. Вот это поколение людей, которое в свое время мечтало и каталось на турбо всяких ведрах. Может быть, это там всеми любимые там знаменитые турики, Субары, Скайлайны и так далее. В один прекрасный момент некоторым, большинству, я бы сказал, да, приходит осознание того, что ездить у нас тут по асфальту-то особо негде. И приходится идти вот на такие вот интересные эксперименты. Машину, в принципе, можно считать, взяли мы почти готовую. Изначально она имела почти такой же вид, но у нее база была уже на 70 миллиметров. Она была узенькая, она была еще выше поднятая. Из-за этого колеса стояли по принципу как на Татре. И не было выворота, как на полноценном болиде Формулы-1. Сделали из этого менее гоночную машину, расширили колею. Пришлось, как бы это ни странно ни звучало, этот джип занизить, чтобы он был более-менее адекватным. Чуть-чуть припустить там редуктор. Чуть-чуть завалить передние ступицы, чтобы привода не работали на излом. Первый мой выезд такой просто пробный в снег, когда просто еще как только купил машину, с ней ничего не делал. Я начал буксовать на снегу и видел, как со шаруса, с приводов летит стружка. Прям, в смысле, прям стружка металлическая. Странно, я думаю, что они похрустывают? Ну, понятно, конечно. Сейчас такого нету. Похрустывают они уже дальше, потому что они поломаны, как бы, отчасти. Но хотя бы стружка не сыпется, то есть они дальше не продолжают самоуничтожаться. Добавились фендерочки с Эджеса за 2000 рублей. Аккуратненько прикручены. Модная тоже тема, резиночки держат уголки бампера. Сам бампер нормально держится на болтах. Внутри там есть усилитель, все огонь. Спереди бампер у нас самодельный, сделан из чернухи, из трубы, которая росла из грядки. Здесь порог, об него можно сломать ногу. Как бы в этом плане это хорошо. Арочки под фендерами, кстати, присутствуют. Они, да, уже переваренные, сделаны, но они там есть, и они тоже крепкие, твердые. Она закрашена в Раптор, но очень мелкой шагренью. Красилась с обычного краскопульта. Это колируемый, да, Раптор. Просто серый Раптор, но почему-то блестит. Вот и все. Машина, я так понимаю, изначально, что ли, делалась только под левый руль. Дергалка, да, капота, она осталась слева. Соответственно, она в бардачке. Такая вот сузучная тема. На джимиках, на вот этих, кстати, точно так же. Это, кстати, наверное, моя первая машина, когда я не знаю, как называется двигатель. А, погоди. G16A, да. Ну, а что о нем знать? Он 16 валовый, говорит о том, что он 16-валвный. Вот это китайский температурный датчик. Он служит для включения электрокарлсона, который вот он на стяжках здесь болтается. Знает от чего он вообще. Бачок омывайки прикручен. Это уже доработка. Он не был прикручен раньше. Мотор, кстати, на МАФе, не на МАП-сенсоре. Обычно все вот эти чехотки малолитражные, они всегда на МАП-сенсоре, что логично. Здесь они какого-то хера МАФ, сука, воткнули. Вот. Так устранена интересная течь радиатора. Очень важная деталь. Кто-то, может, не обратит, но саморезы вот эти, которыми это прикручено, под плоскую отвертку. Что говорит, что произведены они были еще в Советском Союзе. Как, смотри, организован бодилифт. Это две профильные трубы, 25 на 50, если не ошибаюсь, просто сварены между собой, и все, вот тебе и весь бодик. 5-сантиметровый бодик своими руками, дешево. Проставка под амортизатор, custom handmade самовар. Увеличены рычаги, кстати, вот можно снять рычаги просто из уголка. Из пару каких-то там чернух, вот оно просто так все наварено, сделана шаровая подболт какая-то, хер знает какая, ну это вот все вот так вот удлинено, так просто отрезано, наварено и держится. Вот это специальное пылезасасывающее отверстие, ну это сделано для вентиляции подкапотного пространства и для более быстрого закидывания к хер собачьим грязью тут всего, что тут есть. Еще перенесен редуктор чуть ниже, чтобы привода, ну я уже говорил, да. Для лифта подвески использованы пружины спереди от Toyota Land Cruiser Prado. Сзади пружины от Honda CR-V. Задние амортизаторы фирмы Monero, это типа тюнячка. Блокировок нет, но хода есть. Надо блокировки, будет вообще. Оп. Сосница, Ваня! Мы таким темпом не за***имся, хочу за***ться
чтобы никуда больше не ехать и пойти пешком отсюда. Давай, поехали. Блять. Все, приехали. Ну, здесь оказался более мягкий грунт, тяжелее ожидал. Но я думаю, мы сейчас как-нибудь что-нибудь придумаем. Да, живописно зато. Как думаешь, нам будут помогать? И скажут, вы долб***ы, мы вам помогать не будем, сидите здесь. Что ж не сидится тебе на жопе ровно? Говори уже, батя. Езди себе на короле, джип, это хуйня. Ты же будешь на ней в хуйню всякую лезть. Тем самым создавать себе большое количество геморрою. Ха. И в самый-самый-самый итог, самое главное и важное, что про это все вот скажу, прям это прям очень важно. Слушайте, любви достойна только мать. И Турик, Вешка 2.5. Вань, ты смотрел, кстати, прикольный фильм с Николасом Кейджем, старенький, про тачки? Как он это? Засрать за 60 секунд. О, давай вот в эту штучку чуть-чуть мордой просто заедем. Направо так. Ну так чисто. Просто не будем туда заезжать прям. Не заехали. Да. Но здесь только ходами. Так. Не получается, зацепа не хватает, и я ебал телефон. Должен обратить, кстати, внимание, Вань. Тачка-то, если на линии посмотреть, если убрать стоковый передний бампер, очень стилево выглядит. Ты помнишь БТР из фильма «Чужой» или «Чужие» из первой части, где Рипли еще на роботе бегала? Там вот эти были угловатые такие прикольные БТРчики. Посмотри на этот прикольный воздухоотвод на капоте в углу, как исполнен. И как вообще вот эти линии организованы, и как оно переходит в стекло. Мне кажется, оно довольно-таки стилево. То есть я даже его внешне что-то интересное такое нахожу. И задние арки, посмотри, как вот сделаны прикольно в стопа выхода. Видишь, тык, выступы, там стопики, и как бы... И вот и передний, кстати, тоже смотрится как своеобразное расширение кузова в стоке. И еще позволю заметить, как удачно смотрится расширение с AGS с передними крыльями. Как вот штатное переходит в нештатное, и как будто так и должно быть задумано. То есть даже угол почти не меняется, заметил? Хороший, мне нравится. Туда. Так. О, газ по вас! Так, куда едем? Вообще направо надо было. А что сразу не сказал? Не успел. Расскажи лучше про машину чуть. Всю неделю езжу на этой тачке и вполне, в принципе, проблем не испытываю. Потому что ненормально ездить. Посадочка, конечно, да, высоковато. Можно ноги испачкать о пороги. Но если эти пороги мытые, то никаких проблем с этим нет. Расход топлива в городе приемлемый, то есть гораздо лучше, чем по трассе. Большие колеса, отсутствие аэродинамики по трассе скрадывает некоторые литры, и по ощущениям, ну, 10-12 по трассе, вот это херятина на 1.6 литровом моторе ест, при том, что едет она там 90, хотя запас по скорости есть. Газ по лаз. Уже еще вот так первое. Вот она мощность, где зарыта-то. И даже нет синего дыма, вот. Так, все, можно выйти из спорт-режима. Не, ну как бы, да, это не спорткар, но
Учитывая, что тут 1.6, учитывая, что он все-таки за тонну весит, он тонна 170, что-то такое, и у него аж 31 колеса, в принципе, динамика сносная. То есть, ну, перемещаться на нем даже по городу комфортно, проскочить, все это реально можно. В отличие от Тирана сурфообразных, стоит отметить, что посадка на этом автомобиле уже взрослая, джиповская. Ты сидишь как на туалете, то есть ноги у тебя вниз вот так смотрят. Ну, так как я, будучи длинным, все равно сижу немножко вот так вот, ну, потому что я видел, да, твой жест, указатель поворота. Но в целом лежачей эту посадку уже не назовешь. И позволь заметить, что даже с ростом 192 мне, сука, в нем проблематично запрыгивать. То есть приходится прям подпрыгивать, чтобы достать жопой до сидушки. Здесь вот есть кнопка сигнала, ну, она там внутри. Сигналишь сам себе в салоне, как бы вот так вот, просто скрипишь, и... потому что там все равно клаксонов нету. Также легко инсталируется обратно. Вот. Все противоударное, как уже заметили, да. То есть, если ты человек забыл слово, как она, с неустойчивой нервной системой, вспомнил! Вырежу. То можно вот так вот здесь все вот так вот бить, и оно не ломается. Ваня уже сегодня сломал салон. Здесь вот весь пластик вот этот вот. Просто вставив прикуриватель не туда, и здесь что-то разлетелось. Электростеклоподъемники. Центральный замок передних дверей. Почему-то только передних дверей. Ветровики за 800 рублей. В круг. Новые. Без Алиэкспресса. Группа эскудоводов в помощь. Как ни странно, в этом компактном джипчике вполне себе сносный и уютный салон. Эргономика исключительно японская, все находится на своих местах, ровно там, где ты это интуитивно ожидаешь. Это совершенно утилитарная, функциональная, надежная, крепкая машина, которая доставляет водителя и его пассажиров и поклажу из точки А в точку Б и по не сильно приспособленным для этого направлениям. С завода это, конечно же, был вседорожник, сейчас он уже больше внедорожник, является собой просто унылое говно на асфальте, но по подраздолбанному проселку он вполне себе проедет, без лишних заморочек, блокировок, лебедок и тому подобного. А исправной защелкой бардачка я был искренне удивлен. Вот! Это я понимаю. Тормозов-то нет. Эх, диагоналка жесткая. Что-то, по-моему, сломалось. А это ребята съездили поджиповать на полигоне Rainforest Challenge Сахалин. К сожалению, в этом участвовать я не смог ввиду поломанной шеи. Из скудных видеоматериалов ты вполне можешь видеть, что даже с оторванной Панарой эскудон вполне силен. Панара была оторвана на скоростном участке в прыжке метров 15 длиной. Но машина сама добралась до конца спецучастка, доехала до ближайшего гаража и там уже была починена. В общем и целом, Эскуда, как всегда, подтвердил статус бюджетного, легко тюнингуемого, эффективного проходимца. Если не хочется колхоза, можно на него купить уже готовые, развально-переносные, удлиненные, лифтованные рычаги за вполне вменяемые деньги. Огромную резину для проходимости он не требует. Приобретение баллонов 31 размера вряд ли кого разорит. И как ты уже понимаешь, чтобы прикоснуться к бездорожью, не обязательно сразу покупать что-то огромное и мощное. Вполне можно обойтись легким джипчиком и достаточно скромным бюджетом. Ой, вот только не надо сейчас говорить, что они все старые, ушатанные, дырявые, гнилые и так далее. Любишь кататься, люби саночки чинить. Ну и про запас есть еще второе поколение Эскуды, которое все такое же рамное, такое же простое, надежное и чуть-чуть менее гнилое и немножко более красивое. Спасибо, что посмотрел очередной опус адских модификаторов. Для тебя постарались Иван Кудинов, Вадим Ивко. Не переключайся, поставь лайк,
Подпишись, если еще не подписан, расскажи друзьям. Меня это очень мотивирует на работу над другими видео. Пока! О, ну, все, так остаемся, мне так комфортно. Ну да, кстати, довольно удобно на самом деле. Не, на самом деле можно и дальше ехать, но я что-то, знаешь,